X88, вот так вот, Pro X5M. На новом процессоре Amlogic S905 X5M. Вот, казалось бы, все должно быть круто, с учетом того, что он стоит дешевле $50, и он должен составить конкуренцию таким ТВ-боксам, как Tynix W2 там, и другим, которые до $50 выступают в AOSP, скажем так, исполнении. Это значит, что там чистый Android без каких-либо моментов, имеется в виду без Android TV. Казалось бы, новый процессор Amlogic с новым вот этим вот видеоускорителем Mali G310V2. И вроде бы, как мы уже видели на таком процессоре ТВ-бокса, и там было все прикольно, включая искусственный интеллект, который дорисовывал AI SR, AI Super Resolution, который дорисовывал картинку низкобитрейтную, но, к сожалению, здесь этого не реализовали. И здесь у нас получилось просто увеличение частоты. Но является ли он конкурентом таким ТВ-боксам, как Tynix W2, потому что стоит-то он всего лишь там... А сколько стоит? А давайте мы сейчас так, на канале Технозон обзор вот этого ТВ-бокса. Поехали. А мы с вами на AliExpress, там где я его покупал. Стоит он за версию 4х32 $43.70, это в долларе. Но если брать с купоном, то еще дешевле, будет около $40. Версия 4х64 у нас будет стоить $46.22, и 2х16 у нас будет стоить $35. То есть, в принципе, это интересный момент. Почему? Потому что на FOPDA, если пойти, то уже существуют сторонние прошивки по типу Slimbox, есть стоковая, то есть есть прошивка Slimbox TV, и в принципе стоит лишить. ASR вообще спорная тема в данном ТВ-боксе. На форуме некоторые заявляют, что он работает, я вам могу ответственно заявить, что он не работает, и разницу мы проводили тесты, и проводили тесты не одноразово, то есть на том же самом Xiaomi Mi Box 3 ревизии вы просто-напросто включаете, и у вас улучшается, там есть включалка-выключалка, и там улучшается просто-напросто качество изображения. Те, кто говорят, например, там многие на форуме говорят, что программно оно реализовано в SDK, нет, оно реализовано аппаратно через NPU, он уже зашит аппаратно, как обыкновенный декодер, только его не сделали здесь включение. В SDK включение есть, а сами программеры, которые эту прошивку собирали, к сожалению, нет. И в Slimbox TV ее тоже нет, и пока что не предвидится, потому что с этим работать там надо. Даже у Югуса на SK1 не с первого-то раза получилось завести этот самый AI Super Sampler. Ну, есть как есть. Очень порадовало то, что здесь гигабитный LAN. Ну, давайте сейчас мы с вами пролистаем, что они пишут. S905 X5M 2, хотя пишут 2 ГГц, но 2,5 ГГц сразу говорю. То есть здесь даже занизили. Теперь HDR10+, я не могу подтвердить 4К декодинг Android 14, хотя да, скорее всего HDR10+ есть, и я могу HDR10 подтвердить. Теперь AI Super Resolution я не могу подтвердить, у меня он не заработал ни при каком раскладе, работать он должен с любого разрешения на любое, то есть, например, с 720p он должен поднимать, из 480p он должен поднимать, он ни из какого не поднимал, как было, так и есть. Если в Mi Box это видно, либо, допустим, на Realtek это видно на 1325, то здесь я не заметил AI SR, его здесь нет. Это вот можете меня переубедить и сделайте сравнительные тесты. Будет интересно посмотреть. Больше здесь ничего интересного не написали, кроме того, что здесь Android 14, но забыли указать, что здесь хреновенький Wi-Fi 5 ГГц. Так же, в принципе, как и у Tynix W2. Но если брать уже там варианты 4х32, 4370 и напрячься, я бы, конечно, смотрел бы в сторону Mi Box, хотя кому-то хочется гигабитный LAN и чистый Android, вот как они считают. Мы сейчас с вами, слушайте, забыл сказать, что и в описании под видео есть ссылка на этот ТВ-бокс, есть ссылка, если вы закупаетесь на aliexpress.com, есть ссылка на купоны, действующие всегда на aliexpress.com, ну и там, в принципе, купон, действующий на этот ТВ-бокс, тоже мы вам туда засунем. А также у нас есть акция. Какая акция? Ну, в закрепленном комментарии есть акция для Украины по ТВ-боксам с подпиской. Там уже сами посмотрите. Но мы переходим сейчас, посмотрим его в разборе, потому что я удивился, что он вообще не греется, а это действительно правда. А потом пойдем потестируем и будем делать выводы. Слушайте, я вам скажу так. Вы сейчас, конечно, увидите тесты, но я его тестировал, он не греется. При том, что я когда разобрал, я был удивлен, потому что здесь маленький радиатор обыкновенный. Но он не греется. По плате, смотрите, вот я вам скажу, на некоторых брендовых ТВ-боксах делают намного хуже.
платы, хотя здесь есть пару мест таких, чтобы я бы замыл бы от флюса, ну так в принципе очень даже неплохая плата, не скажу, что она прям ужасная. По антенне у меня вопросы, конечно, да, остаются открытыми с антеннами, откровенно говоря, срака, где антенны? Антенны на плате распаяны, да. Поэтому и Wi-Fi-чик слабый, они вообще антенны не делали, да, по факту. Короче, ребят, буду собирать, но с антеннами, конечно, очень удивлен, поэтому и Wi-Fi здесь слабоват, вы тоже это сейчас в тестах увидите. Так, сейчас это соберу, потом пойдем на тесты. Пульт, Bluetooth обыкновенный, без инфракрасной опции, нет ничего такого, чтобы оно... Есть мышь, мышь какая, что-то, наверное, мышь, что ли? Очень интересно, проверим сейчас. И блок питания 5 вольт 2 ампера. Все, собираю, идем тестировать. Смотрите, какой омерзительный интерфейс. Жутко не люблю вот эти плиточки. Слушайте, а что у меня пульт этот отвалился? Он как инфракрасник работает. Он вообще Bluetooth или нет? Надо прям направлять, а мне это не нравится. Ну давайте пульты и аксессуары. Так, теперь hold ОК и вниз. А ну, все, включилось. А ну, давай. И что? Ну, он моргает, проморгал. Дальше что? О, все, есть, подключилось. Хорошо, Bluetooth пульт. Отлично. Теперь по настройкам. Сразу говорю об устройстве. Это X88 Pro 5XM на Android 14. И это AOSP чистый Android. Экран и звук у нас есть якобы автофреймрейт, сейчас проверим. И разрешение поддерживается, ну давайте мы выставим обязательно там 4К 60 Гц, для того, чтобы у нас было все по-честному, да. И обязательно в расширенных настройках экрана посмотрим. Предпочтительный, ну, адаптивный HDR у нас есть. Ладно, хрен с ним. Слушайте, а больше ничего в настройках-то и нету. Вот такие вот, знаете, куцы настройки. Ни хрена нету, ладно. Это мелочи жизни. Если уж там было заявлено про автофреймрейт, интересно сразу же посмотреть на то, что там есть. Кстати, поддерживаются XFAT и NTFS диски. Это вам для информации, чтобы вы понимали. Смотрим диагностику. Да, автофреймрейт есть. Как ни странно, хорошо. С этим мы согласны. Вывел специально вам окошко для температуры контроля, то есть у нас должен быть контроль температуры обязательно. И вот сразу говорю вам про мультимедийные возможности. То, что вы видите здесь, Netflix и все остальное, Prime, это все не сертифицировано. И само собой ничего здесь этого в нормальном качестве так уж точно нет. Давайте попробуем найти с вами, ну, маркет здесь полноценный, как на планшете. DRM-инфо мы поставить не можем. Короче, маркет такой себе, знаете, его реально резанули до не могу. Даже на полноценном андроиде вы не можете поставить все, скажем так, приложения. Ну, есть как есть. По YouTube, ну, несмотря на то, что это полноценная версия, здесь умудрились поставить Android TV YouTube, и это, в принципе, хорошо. Давайте включим, посмотрим 4К 60 FPS. Это Технозон Украина, не, давайте, HLG потоки отрабатывает, хорошо, давайте, включилось, ну, вы вставочки видите, конечно же. И тут вот я вам скажу, конечно же, будет все хорошо. Давайте включаем 2160. Пи это 4К полный, а тут у нас какая-то проблемка вылезла. Ай-яй-яй, тихо. Смотрите. Ну, вот такое вот. Что-то вот меню полезло. Не оптимизировано немножечко, да? Ну, давайте вот так вот включим. Статистика для сисадминов есть. И давайте включим обратно 4К. Оно заработает? Вы видели, да? Как хорошо работает. Ну да ладно. 0 дропов, все хорошо. Как в принципе и на Дикой реке. Конечно же, все это будет отрабатывать отлично. Тут вопросов нет. Но сейчас вы мне можете задать вот такой резонный вопрос. Ведь дело в том, что мы имеем тогда по сравнению с iMlogic S905X4, если так сравнивать в сухом остатке. Кстати, у нас Connect 183 мегабита был, хотя на тестах не дает больше. Я вам скажу так, ничего из заявленного в iMlogic S905X5M не реализовано. То есть вообще этот интересен процессор не только своей частотой процессора 2.5, здесь должен быть AISR, искусственный интеллект, который улучшает качество контента, это называется Super Resolution, да, там AI Super Resolution, и, к сожалению, его не реализовали. Поэтому, ну, такой себе, я вам скажу, номинальный апгрейд тупо из-за частоты получился. И все, больше ничего мы не имеем. Если мы пойдем с вами в AIDA 64,
то мы с вами увидим, что это M-Logic 4/32, все хорошо. Центральный процессор мы рекламу сначала увидим, да, которую тут нам покажут. Кстати, какая-то реклама интересная. Ну да ладно. По 2,5 ГГц Cortex A55, 4 ядра, за отображение отвечает Mali G310, и у нас разрешение интерфейса 4096 на 2160. Представляете эту красоту цветастую, попугаистую, еще и в таком разрешении смотреть. Connect у нас на 5 ГГц 173 мегабита. Вот так вот. 143, вернее, на 5,7. А это вот говорит о том, что Wi-Fi модуль очень слабый. По температуре, могу сказать сразу, 50 градусов, 51. Он не греется, при этом постоянно выгружает мониторинг температуры. Это просто жесть какая-то. Смотрите, вот опять у нас какая-то реклама. И мониторинг температуры пропал. Ну, так уж устроен Android 14. Но мы не растерялись, и мы проведем тротлинг-тест обязательно. Давайте, хотя в принципе он действительно не греется. Стартуем тест и посмотрим, что у нас получится. Немножечко ускорим и вернемся через пару секунд. Так, и смотрим на результаты тестов, и максимальная температура была 60 градусов. Мониторить температуру нет смысла вообще. То есть все, эта тема для меня закрыта, не хочу даже к ней возвращаться. Теперь, есть Miracast. Вот это то, что мы видим. Абсолютно стандартное приложение. Давайте сейчас попробуем на него затранслироваться. Трансляция экрана. Ждем. Так, есть Android LN. Господи, назвали. Так, принять. Connected. Все. Да, Miracast работает. Тоже положительный момент. Пришло время к самому тяжелому тесту, который я считаю для него, это Wi-Fi. Да не, подожди, вернись. Интерфейс, конечно, это просто какая-то срака. Извините за мой французский, но это реально вот гадкий, самый гадкий интерфейс, который я видел. Не, был еще, знаете, на чем? Блин, какой-то такой оранжевый. Кто помнит, на каком ТВ-боксе было такое? Был такой ТВ-бокс, назывался Скишон. Шишон мы его называли. Шишон X1 или S1. Такой вообще ужасный. Так, 185 мегабит, ну вот 5 ГГц. А теперь смотрите, в чем фишка. А вы видите сейчас картиночку, вставочку, где его падение в 4 метра от роутера, у него конкретное падение Wi-Fi. 185 на 203 это средний показатель. Лучшие, которые я видел, это больше 600. Хорошие это где-то 300-400. Здесь средние. Все, что ниже, допустим, 100, это уже плохой, это 5 гигагерцовый. Все, что от 100 до 150 это среднее. А вот это это вот средний, до 200 это средний показатель. Но при этом у него есть вариант падения, то есть сам по себе модуль такой. Я не скажу, что он прям какой-то там суперовый, внешняя антенна ничего не решит, потому что он сейчас стоит конкретно возле роутера 10 гигабитного Xiaomi BE10000, который Wi-Fi 7, который просто тулит там невероятно. То есть, чтобы вы понимали, я вам сейчас вот для сравнения, просто-напросто вот прям в этом же месте, ну, понятное дело, что смартфон и ТВ-бокс нельзя сравнивать, но чтобы вы понимали, что там нет никакого там момента падения, а это у нас 2,4 вообще, да, вообще отлично. О, пожалуйста, 1,3 гигабита, 1,1, 1,2, 1,3 гигабита, то есть, ну, вы понимаете разницу, что не в Wi-Fi это тут дело, не в роутере, имеется в виду. Давайте включим сейчас 2,4 ГГц, проверим, обязательно, это у нас прям... такая дисциплина. Вот очень хреново, что отваливает мониторинг температуры. Но мы с вами видели, что в принципе все работает. И проблем у нас нет. А где 2,4 ГГц? Он видит его вообще? Он не видит 2,4. Ау, 40 гигагерцовый. Вернись. Вот он появился. Странно. Такая задержка. Так, а ну-ка пробуем сейчас 2,4. Пробуем, и нам еще надо протестировать LAN RG45. Ну, давай. Ну. 2,4 вы видели? Вы 2,4-то видели? Если вы думаете, что это не 2,4, сейчас посмотрим, в каком режиме он работал. 140 мегабит. Прикинь, здесь, короче, лисичка. 2,4 ГГц работает так же, как почти, как 5. Вообще такой, знаешь. Ну, так вот, модуль такой. Сделали. Они так решили. Да, они так решили, да. Что-то они не очень хорошо это сделали. Ну да ладно, смотрите.
2.4, 802.11ax, блин, Wi-Fi 6 там работал, вот поэтому он так и дал. Видите, на первом канале. Вот видите, у нас режим, в котором сейчас подключено 2.4, первый канал 802.11ax. А вот 5 гигагерцовый не затянуло. Ну да ладно, что ты сделаешь, мы показываем правду и не будем уходить никогда от таких моментов. То, что он работает быстро, да вообще вопросов нет. Давай, LAN J45 подключился. Очень неудобно, неинформативный интерфейс. Так, LAN Ethernet есть. Меня сейчас вынесет мозг от этого интерфейса. Понятное дело, что можно поставить прошивку, но наша цель его протестировать именно на стоковой прошивке. Ну, смотрим, что у нас получится. Давай, LAN J45, просыпайся. Ну, да ладно, гигабитный LAN сделали. Вот это да. Ну, хорошо, ладно, все, я вот. Wi-Fi 5 ГГц можно простить. 700 мегабит, хорошо, хорошо, все. Я согласен, можно простить. 700 на 800. 800, ну неплохо, слушайте. Ладно, хорошо. С Wi-Fi и LAN вы поняли. Теперь дальше. Единственные мультимедийные возможности, которые мы можем еще тут нормально проверить, конечно же, проигрывание. Вот, кстати, очень хорошо, что поддерживают все операционные дисковые системы. Мы можем проверить на звук. И я вам скажу так. Очень был удивлен, но в режиме проброса мы получили Dolby Digital Plus при проигрывании Dolby Digital Plus. Мы даже получили Dolby True HD. Пожалуйста, вы видите тоже вставку на нашем ресивере Dolby True HD работает. И даже получили DTS HD Master Audio. Я вот этого вообще не ожидал. То есть для меня это был удивительный какой-то момент. При проигрывании HDR10 файлов все отлично срабатывает. То есть проигрывать с внешнего жесткого диска можно все. Пытался поставить Мегагон, недоступно на моем устройстве. Блин, да что ты будешь делать? При проигрывании эфирного телевидения, имеется в виду OTT-сервисы, IPTV-сервисы, особо вопросов не возникло, но очень жаль, что не реализовали именно технологию ASR, так бы плохие каналы, имеется в виду низкобитрейтные, можно было бы смотреть в более лучшем качестве. Но это вот упущение, просто сделать маркетинг такое себе дело, не очень хорошее. По поводу, допустим, тех же самых стриминговых сервисов, незатейливые стриминговые сервисы по типу Sweet TV, Megogon, там, Nexon TV и тому подобное, не будут работать вообще без вопросов. Да, здесь не будет нормально работать Netflix, и то, что он здесь есть, не смотрите и не думайте, что он с Netflix. Нет, Netflix здесь будет полная чушь 480p. Что мне здесь еще проверять? Да, в принципе-то нечего. Единственное, хочу проверить, могу ли я поиграть на нем. Хотя, что мне мешает, в принципе, не знаю. Сейчас мы поставим геймпадик мой. А ну, сейчас. Воспримет ли он геймпад? Поставить прошивку стороннюю, будет еще и бегать. Я вот тут вообще ничего не скажу. Shadowguns Legends. Классная тема для тестов ТВ-боксов, потому что можно регулировать настройки, имеется в виду экрана, и от этого понимать, насколько ТВ-бокс ваш будет хорош. Либо смартфон, либо планшет. Люблю ее для тестов, очень. Так. Запускаемся. Сейчас настроечки, посмотрим, какие базовые. Авто на 30 FPS. Ну давайте попробуем хотя бы... попробуем хотя бы средние на 30 FPS. Что-то мне кажется, что может быть проблемка по производительности. А ну поехали. Тудух. Ну побежали. Ну, сейчас посмотрим. Там есть одно место. Сразу базовое, где тормозит даже на мощных каких-то... Давай. Даже на мощных устройствах, да, там бывает протормаживание с самого старта. Вот здесь вот, когда мы будем входить, сейчас здесь будет инопланетянин выбегать. Мы посмотрим, как здесь будет именно у нас. Оба, протормаживание, видели? Так, смотрим, давайте побегаем. Ну, средние настройки 30 FPS можно поиграть. Короче, поиграть в Android TV игры можно. Чтобы вы понимали, это все-таки не консоль, но я готов уже пройти и сделать свои выводы. В качестве выводов скажу, могу ли я его рекомендовать как чистый OSP бокс? Да, могу, с учетом того, что он не греется, 1000 мегабитный LAN, и в принципе там для Matrix он действительно подойдет, там что-то посмотреть на HDR телевизорах. Хотя я вам скажу так,
Вот для меня отличий от Toxa 3 вот найти тяжело. Там тоже 1000 мегабитный LAN, там те же самые форматы звука, которые мы получили. И там более интересная прошивка в плане Югус ассоциированной, а здесь этого нет. 2,5 ГГц против 2 ГГц в WimeLogic, ну не сильно велика разница. А я свое слово сказал, решать уже вам. В принципе, TV-бокс рабочий, советовать его либо не советовать. Такой себе момент для себя я бы брал бы Tox 3. Я вам серьезно говорю. Вот более интересная прошивка, а производительность ни на что у вас тут не влияет. И ASR как такового нет. Ну а с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.